Всем привет! Вы смотрите проект Power Device, здесь мы прокачиваем наши Android-телефоны. В данном ролике речь пойдет о центре управления на телефонах Xiaomi, Redmi и Poco с оболочками HyperOS 1 и HyperOS 2. На своих телефонах я частенько устанавливаю различные обновления для разных приложений и все это тестирую. Так вот, на HyperOS 1 и на HyperOS 2 заметил такую интересную штуку. При обновлении определенной версии центра управления отклик и быстродействие шторки становится быстрее. Суть в том, что я перебирал разные версии плагина пользовательского интерфейса и подбирал самые лучшие. Раньше, например, на моем Redmi Note 13 Pro Plus, если мы открываем шторку и, например, я начинаю включать или отключать какие-то кнопки, это все реально работало с задержкой. Выглядело это все примерно так: я открывал шторку и хотел включить, например, мобильный интернет, либо Wi-Fi, и все это активировалось с небольшой задержкой. То есть в моей шторке присутствовали небольшие фризы, я нажимаю Wi-Fi и он не сразу срабатывал. И я знаю, что такая проблема бывает на некоторых Xiaomi, Redmi и Poco. Прямо сейчас попробуйте открыть свою шторку и переключать вот эти кнопки. Посмотрите, как они реагируют. У меня сейчас это происходит абсолютно без фризов. Возможно, у меня такие фризы были из-за того, что я часто обновляю плагин пользовательского интерфейса. И какие-то из версий работали не так хорошо, как хотелось бы. Решил я такую проблему следующим образом. Это последний плагин для обновления шторки именно для оболочки HyperOS 1. Именно с этой версией плавность моей шторки улучшилась. Я это четко заметил. Данную версию нужно устанавливать только на HyperOS 1. Соответственно, вот этот второй файл устанавливаем только на HyperOS 2. На оболочке MIUI эти обновления не подойдут. Скорее всего, они просто не установятся. Либо на оболочках MIUI вызовут какие-то ошибки. Также многие пользователи часто у меня спрашивают, что это за шторка у меня установлена. Сейчас поделюсь 3 шторками, которые я у себя устанавливаю через темы. Это, наверное, одна из моих любимых – классический строгий стиль. Чтобы ее установить, вам нужна тема под названием Classic 7. Все эти 3 темы, которые я показываю, будут подходить на HyperOS 1 и на HyperOS 2. Если в магазине тем они у вас не находятся, сейчас покажу, как их найти. Также у себя я использую вот такой центр управления. Он дает красную полоску снизу, если вы ее включите в настройках. Также все значки вот здесь отображаются красным. Все это подходит под мой стиль рабочего стола. Как это устанавливать, показывал на своем канале. И сама шторка выглядит так. Название данной темы – HyperRAD. И еще одна неплохая шторка, которой я также пользуюсь. Тема называется Breaking V13. Друзья, смотрите, если какие-то из этих тем в магазине тем у вас не находятся, просто берем вот это название, выделяем его, вставляем такое название в поиск от Google. Откроется такой сайт, переходим на него. Здесь будет именно эта тема. Под ней нажимаем ссылка на официальный магазин тем, устанавливаем, а далее просто ее применяем. Компоненты. Строка состояния. Breaking V13. Применить. Поделитесь, пожалуйста, своим мнением, напишите в комментариях, если вы установили данное обновление, быстрее ли стала работать ваша шторка. На этой ноте желаю вам только качественных девайсов и правильных настроек. Увидимся в следующих роликах. Пока-пока.